Привет, физкультурники! Ну что, мы продолжаем сегодня съемки нашего функционального тренинга. И сегодня мы будем использовать упражнение, которое 95% мужиков любят делать. Мы, правда, его в кроссе используем чуть меньше, но все же тоже используем. Итак, друзья, прежде чем мы начнем, как всегда, лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, погнали! Те, кто не догадались, сегодня мы с вами будем разбирать бенчпресс. Начнем, и у нас будет сегодня две вариации. Первая вариация это на полу, второе это на скамье, как обычно. Вариация на полу, она больше подходит как для укрепления связок, больше работы именно плеча, и укрепления наших мышц плеча и трицепса. Окей, это такое больше как аксессуарис для самого бенчпресса. Но, тем не менее, оно не менее важно его делать. И плюс ко всему, да, именно вот в этом упражнении, когда мы делаем жим лежа на полу, мы можем больше поднять вес даже, чем на самом бенче. Почему? Потому что мы не опускаем до конца руки, окей, у нас руки всегда остаются чуть выше груди, из-за этого у нас как бы получается работа наших мышц, она не в полной амплитуде, из-за этого мы можем, а только где-то в половину, мы можем выжать больше вес. Таким образом, больше укрепляя, как я сказал, плечи, трицепс и наши связки. Его можно выполнять так же, как и сам бенч, как с дамбелями, так и со штангой. Но на полу я вам покажу с дамбелями, как это выполняется, а уже сам бенчпресс мы будем делать со штангой. И несколько вещей по бенчпрессу. Во-первых, когда мы лежим, неважно, на полу, на скамье, да, мы всегда плечи опускаем, наши лопатки закрываем. Наша рука всегда уходит, локоть приблизительно под 45 градусов. Не надо его растопыривать и открывать. Окей, приблизительно 45 градусов вниз. Наше предплечье всегда смотрит, когда мы жмем, ровно, мы не держим штангу так, чтобы предплечье при опускании руки было сложно или наоборот было слишком открыто. Должно быть всегда ровно и перпендикулярно потолку. Окей, таким образом мы выжимаем штангу, мы всегда, или наши гантели, да, мы всегда опускаем таким образом, чтобы общая линия между гантелями и была, или штанги самой была приблизительно середина груди или чуть ниже. Когда мы выжимаем, мы всегда выжимаем чуть-чуть вверх, да, чуть-чуть вперед в сторону лица. Потому что если мы будем с вами выжимать ее ровно, обычно рука будет смотреть вниз. А нам надо, чтобы руки смотрели ровно вверх. Поэтому мы опускаем всегда чуть ниже середины груди, а когда жмем, всегда выжимаем чуть вверх, для того, чтобы наша рука стояла ровно, когда мы поднимаем вес над головой. Итак, как мы выполняем на полу? В первую очередь мы взяли вес, да, легли на пол, держим вот таким вот образом, спина ровная, лопатки свели, и мы толкаем вверх, опускаем обратно вниз. Опускаем аккуратно, особенно если большой вес, чтобы не повредить локти. Толкаем вверх, опускаем вниз. Окей? Друзья, ничего сложного, достаточно простое упражнение, но достаточно эффективное. И с этим все. Поехали на штангу. Итак, друзья, переходим к самой штанге. Что нужно заметить в первую очередь? Когда мы ставим лавку, мы ее должны поставить так, чтобы она не убегала слишком вперед. Потому что когда мы лежим на лавке, мы должны лежать так, чтобы сама штанга была приблизительно где-то на уровне нашего лба, окей? Чтобы не было такого, что вы лежите, и штанга у вас на уровне горла, приблизительно, да, грубо говоря, или в каком-то другом месте. Почему? Потому что, когда мы будем делать, обычно что получается? Люди начинают втыкать штангу в столбы, вечно шум, вот этот бам, и неудобно, естественно, и мешает делать. Поэтому всегда ложимся чуть ниже, для того, чтобы нам ничего не мешало выжимать. Итак, как я сказал, друзья, все то же самое. Мы лежим. Единственное, что еще меняется здесь, друзья, это то, что ноги мы должны держать. Секунду, микрофон убегает. То, что ноги мы должны здесь пользоваться ногами. Мы лежим на лавке, друзья. У нас есть две основные точки опоры. Это наши плечи и лопатки и наши ноги. Да, задница, она касается, но мы на ней не лежим. Теперь, когда мы выжимаем штангу, мы упираемся ногами как можно сильнее. Мы не поднимаем их, не играемся с ними. Наша цель поднять как больше вес как можно. Это ноги в этом нам очень сильно помогают. Поэтому упираемся ногами, даже если задница чуть подлетает в воздух, ничего страшного. Итак, взяли на ширину такую, что, помните, при опускании смотрела всегда, предплечье смотрело всегда вверх и не куда-нибудь в сторону. Окей, взяли штангу, собрали лопатки в кучу, держим штангу, опускаем ее. То же самое, вниз, к груди приблизительно, толкаем ее в сторону лица. Опускаем вниз груди, толкаем в сторону лица. Ой, друзья,
По большому счету есть много нюансов, как делать. И бодибилдер вам скажет, как делать по одному. Пауэрлифтер скажет вам делать как по-другому. У нас в кроссфите я не знаю, как делают другие, да, на самом деле. Но вот я делаю именно вот такой техники. Она больше, насколько я помню правильно, она больше подходит именно к пауэрлифтинской технике. Потому что, по большому счету, моя цель здесь поднять больше вес, чтобы у меня была сильная мышца, а не очень большая накачанная. Да, понятно, что мышцы должны быть накачаны и выглядеть красиво и нормально, но в любом случае, и здесь мы работаем обычно, если уже делаем какие-то такие вещи силовые, но в любом случае, если мы уже качаем грудь в кроссе, обычно это какие-то силовые больше упражнения, а не на объем. То есть она там и так накачается, и что нужно будет нормальных размеров, поэтому как бы мы не уделяем времени на гипертрофии. Опять же, вам никто не запрещает, можете ее делать. И тогда уже лучше, наверное, использовать какие-нибудь большие и прибамбасы именно с бодибилдинга, потому что там у них как бы больше есть разных интересных вариантов, как накачать именно грудь. Да, там и ноги поднимают, и еще что-то делают, всякие такие варианты. Я не знаю, я ими не пользуюсь и не то, что не советую, но кому хочется, пожалуйста. И на этом все, друзья. Вот такое видео вышло про бенч. 2 упражнения на полу и на лавке. Обязательно пробуйте, обязательно делайте. Наверняка бенч сам вы делали, а вот на полу не знали делать, обязательно попробуйте, вставьте это в свои тренировочные программы. На этом, друзья, все. Как всегда, лайк, подписка, и увидимся в следующем видео, друзья. И да пребудет с вами сила, народ. Пока.